Всем привет, с вами Legendas, и это новое видео. Как увидел в большинстве комментариев и в разных пабликах и постах, что 200-я битва фатального уровня сложности Башни Земного Царства практически непроходимая для слабых аккаунтов, а особенно против битвы с Люканом Бога Огня. Я приготовил для вас парочку огнетушителей в виде тактики для прохождения 200-й битвы слабым отрядом. Ну а перед тем, как начать это видео, я хотел бы поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты также захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Перед тем, как мы начнем с вами битву с боссами, я расскажу вам немного про таланты, которые я использовал в этом бою. В ветке атака мы прокачиваем ключевой талант точность, который поможет нам наносить дополнительные завершающие комбо удары и накапливать дополнительную энергию. В ветке защита первый ключевой талант — это стойка сокола, который поможет нам повысить сопротивление всем отрицательным эффектам и сделать нас более эффективными. Следующий талант у нас проходной — крепкая защита. Мы его прокачиваем на 1 единицу. В данном бою я не прокачиваю талант «Пугающее присутствие» только по той причине, что у противника нету блокбрейкера, и поэтому надобности в данном таланте полностью отсутствует. Следующий ключевой талант — защита Центуриона, который поможет отражать 100% урона от всех неблокируемых атак противника, что поможет нам быть более эффективными, более защищенными, а также наносить дополнительный урон в противника. Следующий ключевой талант — технология, которая поможет снизить количество энергии, которую будут истощать противники у наших персонажей, что поможет нам сохранить больше энергии и намного чаще использовать спецприемы. Следующий ключевой талант — киберпрограмма Linkway, который также сокращает время действия негативных эффектов кровотечения, отравления и огня, а также негативного эффекта морозилки, которые также будут накладываться во время битвы с боссами. Следующий ключевой талант, который мы будем использовать — дух мести. Данный талант очень эффективно работает в битве с боссами, особенно если у вас слабые персонажи и слабый аккаунт, и вы не можете наносить большое количество урона своими персонажами. Дает 20% нанести 20% урона по противнику после того, как ваш персонаж погибает. Данный талант не работает на прислужниках и миньонах, которые могут вызывать ваши персонажи, и срабатывание данного таланта не произойдет. В ветке поддержка мы прокачиваем ключевой талант стойка всадника. Данный талант в обновлении 3.4.1 очень значительно повышает накопление энергии, и прокачиваем мы его на 1 единицу, так как при прокачке до максимального значения эффективности данного таланта не повышается, и она остается такой же, как если бы вы ее прокачали на 1 единицу, и поэтому нет смысла прокачивать его до максимального значения. Следующий ключевой талант — тактика спецназа, которая дополнительно увеличивает накопление энергии на 20% каждый раз, когда ваши персонажи меняются, а также данный талант хорошо сочетается с талантом стойка всадника. Следующий талант — жизнь ради сражения. Данный талант мы прокачиваем всего лишь на 2 единицы, так как у нас ограниченное количество талантов, и поэтому нам их необходимо распределить максимально эффективно. В сражениях с боссом мы не так часто будем использовать рентген или X-Ray. Ну а в тех случаях, когда мы будем это делать, нам будет достаточно прокачки талантов на 2 единицы. Следующий ключевой талант — несокрушимая воля, которая дополнительно на 20% увеличит нам сопротивление негативному эффекту увечья, который может накладываться на наших персонажей. В сражениях с боссом данный эффект может накладываться от самих боссов
либо отражаться боссами обратно в наших персонажей. И чтобы избежать таких ситуаций, мы прокачиваем именно этот талант. И последний ключевой талант – скользкий тип, который повышает сопротивление отрицательному эффекту ловушка, который будет накладываться на наших персонажей. В бою с боссами мы будем очень часто использовать ловушку на боссах. И для того, чтобы она не отражалась на наших персонажах обратно, и у нас был иммунитет к данному негативному эффекту, мы прокачиваем этот талант, что сделает нас очень эффективными и очень мобильными в сражении с боссом. После того, как мы с вами разобрали таланты, которые необходимо прокачивать для использования моей тактики, мы переходим к команде и снаряжению. Итак, настало время разобрать снаряжение, которое я использовал на своих персонажах. Начнем мы с Кейси Кейдж спецагент. На ней я использовал револьверы, которые повышают шанс на пробитие блока от основных атак, а также увеличивают шанс критического удара по противнику. Второе снаряжение – медальон душ, которое увеличивает накопление энергии, уменьшает затраты энергии на спецприем 2. А так как у Кейси Кейдж мы чаще всего используем спецприем номер 2, это очень сильно будет экономить нам энергию и повышать нашу эффективность в бою. Следующий очень важный момент, благодаря которому выбор пал именно на этого персонажа, это родное снаряжение Кейси Кейдж, который дает 50% сопротивление всем отрицательным эффектам, а в совокупности с талантом Стойка Сокола, которая прибавляет нам еще 20% сопротивления всем отрицательным эффектам, у Кейси Кейдж мы получаем 70% сопротивления всем отрицательным эффектам, а также благодаря таланту Несокрушимая воля мы получаем дополнительно еще 20% сопротивления негативному эффекту увечья, что суммарно нам дает 90% сопротивлению негативному эффекту увечья. После того, как мы будем использовать спецприем номер 2, который накладывает эффект увечья, даже если противник попытается его отразить, то шанс на отражение будет достаточно низкий. Также снаряжение бронежилет понижает шанс критического удара, а это очень сильно повышает нашу выживаемость. Если поставить блок, то противник нанесет нам крайне низкий урон, что позволит нам выжить и продолжить атаковать противника. Следующий персонаж — Эрмак классический, на которого я также использовал веер с лезвиями, что дает нам шанс на пробивание блока от основных атак и 25% шанс излечиться при использовании спецприем номер 1. Но спецприем номер 1 на данном персонаже я использовал редко в бою. В основном он нам нужен для того, чтобы использовать спецприем номер 2 и накладывать ловушку. Также я использовал бледную татуировку, которая также уменьшает затраты энергии на спецприем номер 2, а также имеет хороший бонус к лечению. В тот момент, когда Эрмак классический не участвует в бою, он будет ощутимо восстанавливать свое здоровье. А также мы использовали на Эрмаке классическом маску элементаля, которая дает нам 30% шанс сопротивлению всем отрицательным эффектам. В совокупности с талантом Стойка Сокола, которая прибавляет нам еще 20% сопротивления, и мы получаем 50% сопротивления всем отрицательным эффектам. И плюс 20% от пассивной способности Смоука классического, которая прибавляет нам еще 20%. И мы также в сумме получаем 70% сопротивления всем отрицательным эффектам и 90% сопротивлению негативному эффекту ловушка и увечье. Следующий персонаж, на котором основана большая часть тактики, которую мы будем использовать в данной битве, я использовал снаряжение ржавая бензопила, которая повышает шанс
на пробивание блока от основных атак, снижает затраты энергии на спецприем номер 2, который мы будем использовать очень часто и накладывать на противника ловушка. Также мы используем снаряжение «Связанный демон», которое увеличивает накопление энергии, а также дает шанс излечиться при использовании спецприема номер 2. Данное снаряжение не обязательно, и его можно поменять на любое альтернативное снаряжение на ваш выбор. В качестве альтернативы, если вы проходили башню холодной войны и у вас есть снаряжение смертоносные сосульки, которые при использовании спецприема номер 2 накладывают эффект морозилка на противника, также будет очень эффективно и полезно в данной битве. Даже если вы не сможете истощать с помощью морозилки Рейдена МК-11, а также Найтвульфа МК-11, данный негативный эффект очень сильно замедлит атаку противника и даст вам огромное преимущество. А также я использовал снаряжение броню Герой-ниндзя, которая повышает сопротивление всем отрицательным эффектам на 50%, а также суммируется с талантом Стойка Сокола и пассивной способностью Смоука Классического, которая суммарно дает сопротивление в 90% всем отрицательным эффектам, дает нам 100% иммунитет к негативному эффекту увечья и ловушки. И в качестве бонуса данное снаряжение увеличивает максимальный запас здоровья классического смоука и также увеличивает наносимый урон по ослепленной цели. Негативный эффект ослепления на противнике будет очень часто, и это значительно повысит ваш урон по противнику. С основной концепцией подбора снаряжения я вас ознакомил, а теперь давайте перейдем к тактической части. Итак, основная тактика для слабых персонажей и аккаунтов заключается в следующем. Вам необходимо накладывать эффект ловушка на Ночного Волка и Рейдена МК-11. Ни в коем случае не накладывайте эффект ловушка на Люкана Бога Огня, иначе вы просто потеряете попытку, а Люкан полностью залечится до максимального запаса здоровья. После того, как вы накладываете эффект ловушка либо на Ночного Волка, либо на МК-11 Рейдена, вы периодически меняетесь с одного персонажа на другого и ждете таймер 30 секунд, по истечению которого просто сливаете своих персонажей, пока на противнике висит эффект ловушка. Для того, чтобы персонаж не смог поменяться на Люкана Бога Огня, и он не смог вылечить свое здоровье и тот урон, который нанес ему Эрмак Классический за 30 секунд боя. Благодаря таланту Дух Мести, после того, как вашего персонажа нокаутирует, есть 20% шанс нанести 20% урона. В соотношении с моими персонажами данный урон достаточно огромный, и большего урона я не смог бы нанести, даже если бы захотел за целый бой. А после того, как пассивная способность Эрмака Классического заканчивается, эффективность моей команды также понижается. В 200-й битве есть модификатор вампиризм. Каждый раз, когда противник вас атакует, он исцеляет свое здоровье. И чтобы противник слишком много не исцелял своего здоровья, вам необходимо как можно быстрее проиграть битву. Следующий очень важный момент при использовании данной тактики. Не пытайтесь как можно быстрее уничтожить Ночного Волка либо Рейдена МК-11. Ваша первая и основная приоритетная цель — это Люкан Бог Огня. После того, как Эрмак Классический снизит запас здоровья Люкана Бога Огня до минимального значения, для эффективного добивания данного босса
вам необходимо использовать следующих персонажей. Это классический Скорпион и Тремор Aftershock. Благодаря их пассивным способностям они вытягивают самого слабого и самого раненого противника в бой. И в таком случае вы максимально эффективно добьете Люкана, бога огня, так как на нем нет снаряжения шляпы Дзенсей, и он не сможет избежать нокаутирующего удара. Если же у вас нет персонажей классического Скорпиона и Тремора Aftershock, можете использовать мою тактику, как я использовал в данном бою. После того, как вы победите Люкана, бога огня, вы сможете спокойно наносить максимальный урон по Ночному Волку и Рейдену МК-11. Ни в коем случае не допускайте такой ситуации, чтобы у вас остался один Люкан, бог огня. В этом случае шансы на победу у вас крайне низкие. Ну а я предлагаю посмотреть мою битву Башни Земного Царства с слабым отрядом.
Scorpion wins. Flawless victory. Ну что ж, мне в очередной раз повезло, и мне удалось пройти башню Земного Царства фатального уровня сложности. Ну а я желаю всем удачи в прохождении, ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравился? Подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Ну и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.